Всем привет! Вы на канале Full Stack on Python, и сегодня мы с вами разберем последний урок в HTML. Это семантическая верстка. Для чего она нужна, как она использовалась раньше и какие теги сейчас существуют. Семантическая верстка нужна для более хорошего понимания браузера вашей страницы. То есть смотрите, как было раньше. Раньше все находилось в тегах div, им присваивался идентификатор либо класс, то есть, например, ID header. Сейчас есть отдельный элемент header. Div присваивался ID nav, то есть навигационное меню. Сейчас есть просто nav. ID content. Сейчас section вместо div используется. Также div post, div footer. Сейчас есть article и footer. Так. Это помогает боту браузера более хорошо прочитывать вашу страницу и выдавать по поисковым запросам вашу страницу. Давайте рассмотрим, о чем мы сегодня с вами поговорим. Мы разберем с вами элемент header, элемент nav, article, section, aside, footer, адрес, main. Эти мы с вами элементы разбирать не будем, потому что они используются очень редко. Если хотите, можете прочитать сами. Единственное, о чем я хочу вам сейчас рассказать, это элемент адрес, то есть тег адрес, и тег time. В тег time записывается дата и время, то есть ему ставится класс datetime, либо же идентификатор datetime. Ну, в принципе, можете назвать как хотите, и там дальше уже присваивать ему классы через CSS. Адрес используется для обозначения имейла и контактных данных того, кто владеет сайтом. Давайте рассмотрим дальше. Header. Header, так называемая шапка сайта. В нем обязательно должен содержаться заголовок H1. Это используется для того, чтобы браузер мог прочитывать и более хорошо выдавать вашу страницу в поиске. Также в хедере чаще всего используется элемент nav, но вы можете этого не делать. Элемент header также нельзя размещать внутри элементов footer, адрес и другого хедера. То есть хедеров может быть несколько. Например, хедер может быть в main, может быть в section, может быть в header. Так, элемент nav, навигационное меню. Оно используется для показания вашего меню, чтобы браузер мог прочитать и, если что, выдать по поисковому запросу ваше меню. Оно может также использоваться в main, может использоваться в header, может использоваться почти в любом семантическом теге. Чаще всего nav создается при помощи списка, упорядоченного или неупорядоченного, но также в качестве элементов панели навигации можно использовать не только элементы списков, то есть также можно записать абзацами, дивами и так далее. Article. Это элемент для группировки постов или для группировки полностью страницы. Его можно использовать также на других страницах, только заменяя данные, как бы такой якорь для страницы. Так, вот у нас article еще пример. Aside. Это элемент также для группировки элементов. Он очень похож на article. Единственное, что в aside пишется та информация, удалив которую страница не теряет свой смысл. Footer. Это подвал сайта, мы с вами это уже разбирали. В нем может записываться заголовок, может записываться мелкий текст, как здесь в примере у нас идет small, и может также записываться элемент адрес. Далее, main. Давайте мы немножко приблизим. Качество у картинки не очень. Вот смотрите, например, после header у нас идет main. Что же такое main? Это для показания вашей статьи, то есть то, что текст идет уникальный. Это ваша уникальная, например, может там содержаться меню, может содержаться какой-то пост,
но информация должна быть уникальной. В main может размещаться section, header, заголовки чаще всего, навигационное меню и так далее. Также даже footer может размещаться в main, если это ваша уникальная информация. В принципе, вот так. Элементы семантической верстки нужны для того, чтобы помогать браузеру читать вашу страницу, чтобы он мог продвигать ее по поисковым запросам и так далее. Все семантические теги я выпишу в описании, также скину сайт, ссылку на сайт Web Reference, где вы можете прочитать о них более углубленно, разобрать те теги, которые мы не разобрали, которые были в самом начале. В принципе, все. Всем спасибо. На этом мы завершаем урок, курс HTML. Всем пока.